Всем привет! В этом видеоуроке я покажу, как связать вот такую сумку Тот. По размерам она получится у вас примерно 32 на 27 сантиметров, но шириной 13 сантиметров. Чтобы связать эту сумку, нам понадобится 2 мотка трикотажной пряжи по 100 метров, крючок номер 7, игла для трикотажной пряжи, чтобы прятать кончики, и маркеры. Прежде чем начать вязать, откройте, пожалуйста, схему, которая у вас есть в описании. Дно сумки мы будем вязать по этой схеме, то есть оно у нас будет овальное. Отличие будет в том, что мы наберем больше воздушных петель и провяжем меньше рядов. Всю сумку и дно мы будем вязать обычными столбиками без накида. Только дно, для того чтобы оно у нас было жесткое и хорошо держало форму, мы будем вязать узором галочки. Делаем первую петлю. Для этого нитку кладем на руку, как для набора петель при вязании на спицах. Заводим крючок сюда, затем под эту нитку оборачиваем, захватываем нить с указательного пальца, пропускаем в эту петельку и затягиваем петлю. Набирать мы будем 17 воздушных петель. Стараемся вязать плотнее, чтобы дно у нас хорошо держало форму. Проверим себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Плюс еще одну петлю подъема. Дальше мы начинаем вязать первый ряд. Первый ряд у нас состоит из столбиков без накида в каждую петельку. По одному столбику. Заводим крючок вот в эту. То есть после крючка получается у нас вторая косичка. Захватываем нитку, захватываем еще раз и провязываем обе нитки, которые у нас на крючке. Снова захватываем и провязываем. И таким образом вяжем до конца этого ряда. Вот мы дошли до последней петельки. И для того, чтобы нам развернуться вот на эту сторону, мы в эту последнюю петельку, согласно нашей схеме, должны провязать 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Вот эту ниточку, наш хвостик, который остался, мы сейчас будем прятать. Просто его кладем на наше вязание и обвязываем вместе с ним. Сейчас в каждую вот эту вот петельку, то есть вот в эти дырочки, мы снова провязываем по одному столбику без накида.
Вяжем таким образом до конца этого ряда. Вот я дошла до конца. В последнюю петельку, согласно нашей схеме, мы должны провязать 3 столбика без накида. В самом начале мы уже 1 столбик сюда провязали, поэтому сейчас мы провязываем сюда еще 2. Как я уже говорила, дно мы будем вязать узором галочки по спирали. Поэтому, не делая никаких петель подъема, мы начинаем вязать дальше. Чтобы связать узором галочки, нужно будет вводить крючок не под вот эти 2 петельки, как обычно мы вяжем, а как бы вот в серединку вот этих вот галочек. Здесь с обратной стороны крючок у нас должен будет выйти между 2, тоже здесь как бы галочки сзади, вот в серединке этой галочки и под вот этой перемычкой. Согласно нашей схеме, сюда мы должны провязать 2 столбика без накида. Провязываем. И дальше до конца этого ряда вяжем в каждую петельку по 1 столбику без накида. Довязываем этот ряд до конца. Вот я дошла до конца 2-го ряда. И вот у нас остались 3 вот эти петельки последние, которые мы провязывали в последнюю петлю, в последнюю воздушную петлю. Согласно нашей схеме, во 2-м ряду мы в каждый столбик без накида должны провязать по 2 столбика без накида. Так и сделаем. В каждую петельку на вершинке нашего овала мы провяжем по 2 столбика без накида. Все. Дальше довязываем этот ряд до конца. Я дошла до конца 2-го ряда. В начале этого ряда мы уже провязали 2 столбика в 1 петельку, поэтому нам осталось провязать еще 4 столбика, то есть по 2 в каждую петельку предыдущего ряда. Вот так. Таким образом мы закончили вязать 2-й ряд. В 3-м ряду, согласно нашей схеме, мы должны в 1-й, вот у нас был двойной вот этот вот столбик, и в 1-ю петельку этого двойного столбика с предыдущего ряда, из 2-го, мы должны будем провязать снова двойной столбик. Каждый раз мы будем делать именно так. В 1-й столбик
из каждой прибавки мы будем вязать еще одну прибавку. Так в каждом ряду и в каждом вот этом секторе. Вот здесь у нас в начале ряда были 2 петельки, то есть была прибавка. И вот в первую вот эту петельку мы провязываем сейчас снова 2 столбика без накида. Если вам сложно понять, где у вас начало ряда, вы можете использовать маркер. То есть на первую петельку каждого ряда просто вешаете маркер. Ну, либо можете использовать ниточку контрастного цвета. Итак, провязываем в эту петельку 2 столбика без накида. Вот у нас получается первая петля этого ряда. Я повешу маркер, чтобы вам было нагляднее. И провязываю сюда еще один столбик без накида. Дальше вяжем этот третий ряд до конца. В каждый предыдущий столбик один столбик без накида. Вот я дошла до поворота. Вот у нас видно эти прибавки наши из предыдущего ряда. И как я уже сказала, согласно нашей схеме, в третьем ряду мы будем вязать одну прибавку в первую петельку из предыдущей прибавки. И как бы у нас получится, что мы будем чередовать прибавку, одну одиночную петельку, прибавку, одну одиночную петельку. В следующих рядах, если вы заметили, мы будем прибавлять по одной одиночной петле между прибавками. Итак, сейчас мы вяжем вот в первую вот в эту петельку из предыдущей прибавки 2 петли. Делаем прибавку. Дальше вяжем одну петлю. Дальше снова прибавку. Одну петлю. Дальше снова прибавку. Одну петлю. Вот наше скругление в этом ряду закончено. Дальше вяжем до конца, до следующего поворота, просто столбики без накида. По одному в каждую петельку. Я дошла до следующего поворота. Вот они, начинаются наши прибавки из предыдущего ряда. Как вы помните, в начале этого ряда мы уже одну прибавку сделали, поэтому нам осталось сделать 2 прибавки, чередуя их с одной одиночной петлей. Сюда мы делаем прибавку. Следующую петельку провязываем одиночную. Дальше снова прибавка. И одиночная. Таким образом мы с вами закончили третий ряд. В четвертом ряду у нас уже между прибавками будет по 2 одиночные петли. Сейчас мы в первую петельку от предыдущей прибавки провяжем прибавку. Вот она как раз, это наша первая петелька, вот она была прибавка. И сюда мы в первую вот эту петельку снова провязываем 2 столбика без накида. Вешаем маркер на первую петельку.
Провязываем сюда же вторую. И дальше до конца этого ряда, до следующего поворота, вяжем по одному столбику без накида в каждую петельку. Вот мы видим снова эти наши прибавки из предыдущего ряда. Как мы уже знаем, в первую петельку предыдущей прибавки мы должны провязать новую прибавку. Что мы и делаем. Провязываем сюда 2 столбика без накида. В четвертом ряду мы чередуем 2 одиночные петли с прибавками. Значит, дальше мы вяжем 2 одиночные петельки. Дальше снова прибавка. Одиночные петельки, 2 штуки. Опять прибавка. Две одиночные. Поворот наш закончен. Дальше вяжем до следующего поворота по одному столбику без накида в каждый предыдущий столбик. Вообще в процессе вязания не пугаемся вида нашего скрученного овала. Вот так ручками берем, раскладываем его. Если он выравнивается, значит мы делаем все правильно. Если нет, значит где-то у вас есть ошибка. Потом после того, как мы свяжем дно, мы его отпарим утюгом, и он у нас станет ровненький. Я дошла до следующего поворота, в котором у нас окончится 4-й ряд. Вот они, прибавки из предыдущего ряда. И снова уже по схеме мы вяжем, чередуя прибавки с 2 одиночными петлями. Вот я провязала одну прибавку. И теперь вяжу 2 одиночные петельки. Снова прибавку. Две одиночные. Тем самым мы закончили наш 4-й ряд. Как помните, что в начале этого ряда мы уже одну прибавку сделали. В 5-м ряду у нас уже между прибавками будет по 3 одиночные петельки. Вяжем прибавку. Вешаем маркер на первую петельку прибавки. И довязываем этот ряд до следующего поворота. Я дошла до следующего поворота и начинаю вязать наши прибавки. В первую петельку прибавки предыдущего ряда я провязываю 2 петли, а дальше 3 одиночные петельки. 1, 2, 3. Дальше снова, вот видите, у нас уже тут прибавка с предыдущего ряда. Очень удобно так ориентироваться, не спутаешься. Вот в первую петельку мы снова провязываем одну прибавку.
Дальше снова 3 одиночные петельки. Прибавка. Три одиночные. Довязываем этот ряд до следующего поворота. Я дошла до поворота и снова буду делать прибавки. В первую петлю прибавки предыдущего ряда провязываю 2 петли. Дальше вяжу 3 одиночные петельки. Снова прибавка. Три одиночные. В начале этого ряда мы прибавку одну сделали, поэтому на этом у нас ряд заканчивается. Следующий ряд, 6, между прибавками уже имеет по 4 одиночные петельки. По традиции сюда делаем прибавку. На первую петельку прибавки вешаем маркер. И вяжем до следующего поворота по одному столбику без накидов каждую петельку. Я дошла до поворота и снова буду делать прибавки. В первую петельку предыдущей прибавки провязываю 2 петли. Дальше 4 одиночные. Теперь прибавка. Снова 4 одиночные. Опять прибавка. И дальше все одиночные петельки до следующего поворота. Делаем прибавку. Провязываем 4 одиночные петельки. Снова прибавка. И
и 4 одиночные. В следующем ряду, в 7-м, у нас между прибавками будет по 5 одиночных петель. Делаем прибавку. Вяжем одиночные петельки до следующего поворота. Дошла до поворота и начинаю делать прибавки. 1, 2, 5. Дальше снова прибавка. И 5 одиночных петель. Снова прибавка. И дальше одиночные петельки до конца этого ряда. До поворота, точнее. Вот последний наш поворот. Делаю прибавку. Пять одиночных петель. Снова прибавка. Пять одиночных. Это у нас будет 7-й, последний ряд вязания нашего дна. Все. Дно мы связали. Сейчас будем наш овал отпаривать утюгом. Чтобы выпрямить наш овал, нам нужен утюг с функцией пара и чистое полотенце. Кладем наш овал между двух слоев полотенца и начинаем, хорошенечко прижимая, отпаривать. Отпариваем до тех пор, пока наш овал не примет нужную нам форму. Вот таким вот образом с обеих сторон. Перевернем и снова отпарим. Вот он уже у нас выпрямляется. Какие-то неровности можно подправить руками.
придавая ему нужную форму. После отпаривания можно оставить сохнуть нашу заготовку под прессом до полного высыхания. После отпаривания у меня получился ровный овал. Сейчас мы перейдем к вязанию стенок. Первый ряд стенок мы будем вязать вот за эти петельки. Вот у нас косичка, за ней находятся вот такие перемычки. Мы будем вязать за верхнюю петельку косички и за перемычку за ней. Стенки и вообще всю сумку мы будем вязать также по спирали столбиками без накида, но не галочками, а другим узором. Так, начинаем. Таким вот образом начинаем вязать стенки. Проходим по всему периметру нашего дна, уже не делая никаких прибавок по вот этим закруглениям. Здесь также можно повесить маркер на первую петельку. Вот я провязала первый ряд стенок, дошла до последней петельки, и сейчас, не делая никаких петель подъема, начнем вязать второй ряд. Во втором ряду мы сделаем прибавки для того, чтобы наша сумочка была немножко пузатой. Стенки мы будем вязать столбиками без накида за вот эти вот обе петельки наших косичек верхних, верхние петельки наших косичек. Провязываем первую петельку, вешаем на нее маркер. Во вторую петельку мы будем делать прибавку. Вообще, я хочу показать, по какому принципу я выбрала места для прибавок. Я хочу, чтобы они были примерно вот в этих местах. Как раз получается вот это место, это вторая петелька. Здесь будет 28 петля. С этой стороны 38 и здесь 65. Я заранее все это посчитала и сейчас начну вязать. Вот во вторую петельку сейчас мы сделаем прибавку. Прибавка означает, что мы в одну петлю провязываем 2 столбика. Так же, как мы с вами делали, когда вязали дно. Дальше вяжем до нашей 28 петли. Вот она, 28 наша петля. Сюда мы снова провязываем 2 столбика без накида. И аналогичным образом мы удваиваем, как я уже сказала, 38 и 65 петлю. А затем доходим до нашего маркера. Связали второй ряд, сделав 4 прибавки. Третий ряд вяжем просто столбики без накида, без прибавок.
4-м ряду начнем убавлять петли, чтобы наша сумочка начала принимать форму трапеции. В 4-м ряду мы начинаем делать убавки. Вот я развесила маркеры на те места, где нужно будет сделать убавки. Убавки будем делать из 2-й, 3-й петли, 29-й, 30-й, 40-й, 41-й и 67-й, 68-й. Первую петлю провязываем. Вторую и третью будем убавлять. Заводим крючок под первую петельку, захватываем нитку. Тут же заводим крючок под вторую петельку, захватываем нитку, вытаскиваем. Снова захватываем и провязываем все 3 ниточки, которые у нас на крючке. Вот мы сделали первую убавку. Вяжем до следующей убавки и аналогичным образом будем убавлять петельки. Я дошла до следующей убавки, до 29-й петли. Снимаю маркер и 29-ю и 30-ю мы снова убавляем. Провязываем обе эти петельки одной. Все, также вяжем до конца этого ряда, убавляя еще в 2 местах. 40-ю, 41-ю петельку и 67-ю, 68-ю. Я закончила 4-й ряд. 5-й и 6-й ряд будем вязать просто столбики без накида, без убавок. Убавки мы будем делать через каждые 2 ряда. В 4-м, 7-м, 10-м, 13-м, 16-м и 19-м рядах. Последний 20-й ряд мы провязываем просто столбики без накида. И еще 3 ряда у нас останется на вязание ручек. У меня закончился первый моток. И сейчас я покажу один из способов присоединения трикотажной пряжи. Берем 2 конца и складываем их крест-накрест лицевыми сторонами друг к другу. Берем нитку с иголкой и прошиваем от угла к углу швом назад иголка. Нитку, естественно, берем в тон пряжи. Закрепляем нитку. И теперь вот этот уголок нужно отрезать на расстоянии примерно 1-2 мм от нашего шва. Растягиваем пряжу. Вот так вот получилось. Можем продолжать вязать. Вот я все эти ряды уже провязала. 20 рядов. И сейчас мы приступим к вязанию ручек. Для этого нам понадобятся маркеры. Маркер начала ряда мы оставляем.
Не забывайте его вешать всегда, он нам очень нужен в процессе вязания, в процессе пересчета наших петель. И сейчас нам нужно будет отметить место, где мы начнем вязать ручки. Внутри ручек у нас должно быть 9 петель. Мы примерно сейчас повесим маркеры и посмотрим, ровно или нет. Так, посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Повесим сюда и посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, в принципе, ровно. Получилось у нас ровно. Начинаем вязать. Первую петельку отмечаем маркером, как обычно. Довязываем до наших ручек. Снимаем маркер и провязываем в эту петельку один столбик без накида. На ручке мы будем набирать 11 воздушных петель. Набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 набрали. И в петельку, в которой у нас стоит маркер, прикрепляем нашу ручку, провязывая столбик без накида. И идем дальше до следующей ручки. Немножко провяжем и снова маркерами отметим место для ручки. Так, пока остановимся. Просто вот так сложим пополам и попробуем повесить маркеры на эти же места. Обязательно посчитайте количество петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот у нас получилось также 9 петель. И довязываем до следующей ручки. Убираем маркер, провязываем сюда один столбик и набираем 11 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Прикрепляем нашу цепочку к петельке с маркером. Просто провязываем столбик без накида. Дальше вяжем до маркера, заканчивая этот наш 21 ряд. Довязали и продолжаем. В 22 ряду мы начнем наши ручки обвязывать.
Вот, дошли до ручки. И теперь эту косичку мы должны обвязать 13 столбиками без накида. Прям заводим крючок под нашу косичку и провязываем. Здесь двигаем, чтобы у нас все плотненько это легло. Старайтесь, чтобы ваша косичка, вот эти воздушные петельки, не перекручивалась. Вот 13 петель провязали и соединяем. Дальше довязываем до следующей ручки и аналогичным образом обвязываем ее. Я закончила 22 ряд, обвязала вторую ручку и дошла до начала нашего ряда. И в последнем 23 ряду мы провязываем просто все столбики без накида. Сначала по телу сумки, а затем по петелькам, которые у нас образовались на ручках. Вот, перешли на ручки и просто также провязываем эти столбики без накида. Стараемся вязать поплотнее, чтобы ручки у нас меньше вытягивались в процессе эксплуатации. Все, довязываем этот ряд до конца и встретимся в конце, когда будем аккуратно заканчивать наше вязание. Я довязала последний ряд, дошла до маркера, убираем его и сейчас будем заканчивать. Для этого вот в эти первые 2 петельки следующего ряда мы должны провязать 2 полустолбика или 2 соединительных петли. Как это делается? Заводим крючок под обе петельки, захватываем нитку и сразу же провязываем. И еще один раз захватываем и провязываем. Вытягиваем нитку, отрезаем. Вытаскиваем ее. Теперь нам здесь нужно сформировать вот такую же петельку, как бы продолжение нашей косички. Заводим крючок вот под эту петельку, захватываем нашу ниточку, вытягиваем и вот так вот прикладываем, смотрим, куда она у нас должна попасть. Вот в эту дырочку. Сзади заводим крючок, чтобы он у нас вышел вот здесь. Снова захватываем нашу ниточку и протягиваем наизнанку. Вот у нас так получилось. Все аккуратно. Переход практически не заметен. Можно поправить руками. А эту нитку мы сейчас спрячем. Старайтесь прятать нитку не по прямой, а в разных направлениях. Тогда у вас
она хорошо закрепится. Вот наша сумочка-то вот готова. Можно ее еще раз отпарить, положив внутрь полотенца или набив бумагой. Вяжите на радость себе и своим близким. Всем пока!